Йоу, good morning, новый день настал. Мы здесь уже с Митяем пытаемся арендовать себе скутер, вот смотрим. Новые Ямахи и вроде PCX за 1,5 мульта. Так, сейчас попробуем что-нибудь снять. Добрые люди подсказали номер рент-сервиса. Оставлю внизу в описании ссылку, если будете в Халонге. Вот здесь можно арендовать байки. Цены от 1,2 миллиона за самые ушатанные и 2,5 миллиона за абсолютно новые практически Ямахи. Мы сейчас хотим посмотреть PCX за 1,5 миллиона донгов. В принципе, нам не нужен какой-то супербайк, нам чисто здесь по району кататься. Ну, это что-то похожее. Вот это NVX, а там PCX. Мы сейчас внутри какого-то двора, вот спальный район. Довольно прикольные дворики у них здесь ухоженные. Смотрите, внутри каждого двора есть бассейн, и можно почилить в тени. Вот первый раз, кстати, вижу скутер компании VinFast. Это тоже вот эти VinPearl, V, монополисты. Да, выглядит убого. Вот еще, смотрите, какой-то для ребенка сделали стульчик на скутер. Выгнали нашего PCX. И нам самое главное, чтобы вдвоем с Митяем было комфортно ездить. Большое седло. Так, ну что, у нас тут сейчас был такой прям, типа разговор, что им нужны права. Права-то я показал электронные, ну просто фотографию. В общем, сначала не хотели сдавать, что-то помурыжились, и по итогу все, говорит, окей. Даже с этими правами все нормально. Просто с, можно сказать, фотографией прав. Сейчас нам его помоют. Через пару недель сказал на сервис приехать. И все, можно кататься. Даже сказал, на этом байке на остров можете ехать, на катку и вообще в целом как по округе кататься. Ну что, ништяк. Так что у нас теперь есть транспортное средство, и можно будет посвободнее перемещаться по городу. Теперь будем колесить и следовать. Нам осталось взять шлемы, смотри. Митяю даем вот это. Каску Держи один. Что-нибудь крутое. И второй. Ну что, наш конь готов. Сейчас мы решили по кофеечку дрябнуть и поедем выполнять квесты. Хотим обязательно сгонять в местный парк развлечений, аттракционов. Не знаю, сегодня это все произойдет или завтра. В общем, поедем сейчас искать билеты. Ну и просто так прокатимся. Посмотрим на город с другого, так сказать, ракурса. Так, у нас время почти закат. Приехали заправить лошадь. Короче, мы на острове, где были вчера, сейчас едем искать точку, где посмотреть закат. В общем, ни хрена пока не понимаем, поэтому решили поехать обратно в наше место, где мы запускали ракету в космос. Водную. Место хорошее. Обычная жизнь обычных вьетнамцев. Торговля, отдых за столиками. Буржуйский мост. Ебать, какой кабачок огромный. Да, это сюда. Отлично. Постепенно удаляемся от города в сторону более природного места. Зелени все больше. Вау, смотри, это лотосы. Лотосы, да? Да, приблизь, смотри, вон тот цветок. Целое поле лотосов цветущих. Вау. Офигеть. Это они только подрастают, да, надо полагать? Да. Они Смотри, такие сколько, небольшие. какие-то стрекозы летают, куча насекомых. Класс. А под ними вода получается, да? Мне кажется, Под этой да, они в травой воде они растут. что, в воде растут, то есть это не газон. Может там... Так, а давай-ка попробуем. Да. Ну, короче, мы в поисках идеальной точки, где посмотреть закат. Мне кажется, что вот сейчас мы прямо сюда, на какую-то приватную пристань выезжаем. О, вот тут интересное место. Смотри, тут лавочки вон даже шикардосные. Слушай, ну вообще неплохо. Ну вообще неплохо. Я за это место голосую. Начислим. Так, ну да, решено, в общем, остановиться здесь, потому что день подходит к концу, и буквально через минут 15, наверное, солнце сядет. Блин, правда, тут вот эта история, бро. Блин, они не дадут нам здесь спокойно посидеть. Так, вот здесь билеты покупать на паром. Аметист круиз.
Вот эти круизы стоят примерно от 2-3 миллионов донгов. В общем, в районе от 50 баксов самые быстрые, и где-то там $100 и выше, это уже посерьезнее. Так, ребят, мы нашли себе пристань, так сказать, приватную, где можно спокойно понаблюдать за уходящим солнцем. Оно так красиво будет заходить за вот этот круизный Феникс Круизер Холонг лайнер. А мы пока здесь будем любоваться красивыми видами, посмотрим, что здесь есть за катера, разного уровня яхты и корабли. Вот здесь подешевле, более такие старые, смотрите, еще деревянный каркас. Вот здесь уже более современные, металлические. И есть совсем прямо дорогущие, где-то вот там, по-моему, они стоят, смотрите, это уже более, так сказать, современная техника. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. И вон там, еще вдалеке, это какие-то гоночные прям катера. У меня всегда была мечта прокатиться на такой скоростной яхте. Ну все, бро, пришли. Пришли как бы потестировать, как вот... Ну, у нас нет пока билета на круиз. Ну, так, пришли вот постоянно. Почувствовать, как может быть. каково это ждать свой круизный лайнер для того, чтобы отправиться, ну, я не знаю, куда-нибудь в Южную Америку можно отправиться? На лайнере далековато через океан. Ну, а На что? таком пароме, во всяком случае. А зачем они еще нужны, если на них нельзя плавать так далеко? Плавать вот по местному. Фу, бесполезная история. Нам надо межконтинентальные. Нам нужен катер этого Халка Хогана. Гром в раю, такой катер нам бы подошел. Кстати, где-то здесь такой я видел, смотри, вон там. По-моему, вон он наш вариант. Блин, чувак, ты можешь подвинуть свою колымагу? У нас закат, блин, здесь смотрим. Бро, закат. Он прямо посреди нашего солнца встал, черт возьми. Может, объехать его? Слушай, да, он вообще загородил. Он не двигается или двигается? Он не двигается, бро, он просто... Не, ну вообще в целом тоже прикольно. Давай попробуем передвинуться. Давай попробуем. Красивый закат сегодня. И так спокойно, вот опять же, никакой суеты, никакого здесь как будто туризма нет. Вообще, где все? Есть такое, да. Почему только спокойно. опять мы вдвоем здесь ходим? Так это классно. Не, это очень классно, я согласен. Идешь, смотри, никто не мешает, никого нет. Блин, но если хочется толпы людей, мы всегда можем поехать На пляж? Идея идет. Да. Кстати, мы узнали, что на пляже там реально круглосуточная тусня, она просто каждый день там происходит, и 3 раза в неделю там взрывают салюты, а все остальное время там просто тусня, и поэтому иногда там есть люди, иногда там их нет. Солнце практически зашло за горизонт, последние буквально лучики. Наблюдаем красивые кадры, как эти лодки проплывают без нас. Да, я думаю, что это, в принципе, недорогие лодочки вот эти. Ну как, относительно недорогие. То есть $1 миллион донгов. $1 миллион донгов — это 3000 рублей. То есть здесь, в принципе, вот как бы такие средние цены на какие-то более или менее интересные экскурсии, типа куда-то сплавать, посмотреть на там есть какая-то пещера, внутри которой просто банкетный зал внутри пещеры, и ты кушаешь разные блюда от шеф-поваров и смотришь какое-то нереально красивое представление, и тоже это стоит что-то там $1 200 000 донгов, например. То есть $1 миллион — это средняя цена за развлечение здесь. 3000 рублей. В принципе, сколько это получается? $35, да, условно? Плюс-минус. Ну, в целом, вот так, если посмотреть по мировым каким-то там или другим туристическим странам, $35 за то, чтобы практически самые дорогие развлекухи попробовать, это, я думаю, что хорошие цены. Да, у них там причем программа достаточно расширенная, то есть там же 3 пещеры, по-моему, перечислены. Да-да-да. То есть только не одна пещера. В каждой пещере свой какой-то прикол, своя экскурсия, там своя приколюха. И помимо пещер заезды на всякие еще острова, исследования этих островов. Ну, в общем, программка интересная, там списана на день такая. Причем очень много этих программ, выбирай не хочу, потому что здесь очень много бухт, очень много островов, и каждый как бы лайнер выбирает, ну, свой прокладывает маршрут, придумывает какую-то свою движуху, активити,
И поэтому можно на самом деле здесь... Ну, есть из чего выбрать. Но мы пока выбираем вот так, со стороны наблюдаем, смотрим, изучаем. Может, прокатимся. Пока все нравится, да, наверное, прокатимся по-любому. Может, поедем, поплывем точнее. То есть сейчас мы будем около недели находиться еще здесь, на вот этих полуостровах Халонг. Посмотрим, ну, мы уже за даже 3 дня мы здесь уже, в принципе, какой-никакой вайб прочувствовали. Ну, я точно прочувствовал, допустим, пляжный вайб, вот эта кей-поп как бы культура. Прочувствовали, в принципе, по городу чуть-чуть мы погуляли, посмотрели. В основном здесь как люди отдыхают? Они сидят в кафешках, пьют какие-то напитки, кофе и едят на улице. Ну, то есть вот такая вот движуха. Я думаю, что следующую неделю нам нужно будет перебраться на остров Катба. Это уже более такой хиповый остров, где уже будет поменьше урбана, не будет никаких небоскребов, будет чисто джунгли, водопады, всякие разные гавани, поездки, опять же, на лодочках, где, может быть, будут какие-то уже более частные лодки, которые не будут стоить там по $1 000 000, может, будет стоить подешевле. Еще бы я хотел что-нибудь типа каякинга, то есть арендовать по каяку, чилить на каком-нибудь острове с белым песочком, понырять, поплавать там и так далее. Так что это все на самом деле планы, мы не знаем абсолютно, что там будет впереди, да. Ну, мы вот как-то так на чиле, на самом деле, перемещаемся. Что-то, само собой, организуется, что-то мы организуем, там, вечером гуглим, смотрим, читаем, что здесь есть, куда вообще по бюджету сходить, чтобы особо денег не тратить. В первую очередь, конечно, будем стараться все бесплатно посмотреть, да, потому что, например, вот в такое место съездить это абсолютно бесплатно, и смотрите, здесь тоже очень красиво, спокойно можно провести время на закате, попить чаю, там, курить сигаретку и так далее. Друзья, что хотелось сказать. В общем, вот немножко про планы, что мы тут будем делать в Халонге, примерные какие-то вот развороты событий. Завтра, вроде как, мы запланировали отправиться в местный парк аттракционов. Там будут американские горки, на которых я всю жизнь мечтал покататься. Ты когда-нибудь катался? Нет, я тоже мечтал. Первый раз, короче, мы с Митяем прям будем по хардкору кататься на всех самых жестких аттракционах, которые там есть. Самых безумных. Да, и посмотрим, как это все будет. Я надеюсь, что там можно будет снимать на телефон, и его не будут отбирать при посадке, потому что горки там жесткие, реально, поверьте, я посмотрел, это прям настоящие, реально американские стрёмные горки. Так что на сегодня видос будет заканчиваться, он такой короткий получился. Выкладываю все, что снял, как бы не будем высасывать ничего из пальца. Так что спасибо большое, что посмотрели это видео. Еще раз вам последние солнечные лучи на закате. И, в общем, ждите следующего видоса из парка аттракционов. Я думаю, что будет весело. Ну, как 100%. Бы... Да, мы с Митяем как бы абсолютно не скучаем, постоянно ходим, ржем. Иногда просто ухахатываемся так, что до истерики. Так что, я думаю, мы повеселимся завтра в парке аттракционов, так уж точно. В общем, все, друзья, спасибо большое, что посмотрели. Давайте, скоро увидимся. Пока.